Что означает маркировка на шинах? Сегодня рассмотрим значение цифр и букв на резине. Самая важная маркировка автомобильных шин – это их размер. В нашем случае размер 275/40/20. 275 – это ширина профиля покрышки, измеряется в миллиметрах. Число 40 – это отношение высоты профиля шины к его ширине, выражено в процентах. На нашем примере 40% от 275 – это 110 мм. Буква R означает радиальный тип покрышки. Число 20 – это посадочный диаметр, выраженный в дюймах. Если есть необходимость узнать величину в миллиметрах, необходимо умножить величину в дюймах на 25,4 и получим значение в миллиметрах. На шине мы видим страну ее изготовления, производитель шины и название модели шины. Также на резину наносится информация о максимальной нагрузке на одно колесо, в нашем случае 850 кг. Соответственно, на комплект можно грузить 3 тонны 400 кг. Главное, чтобы индекс нагрузки соответствовал максимально допустимой массе автомобиля, который указан в техническом паспорте авто. Если мы видим буквы XL рядом с индексом максимальной нагрузки, это говорит нам о том, что данные шины с повышенным индексом максимальной нагрузки, и обычно это будет на 3 единицы больше. Если шина с обозначением 102 и присутствуют буквы XL, мы добавляем к цифре 102 3 единицы и получаем шину с индексом нагрузки 105. Шина может выдержать большую нагрузку. И максимальное давление. Для этой шины максимальное давление 350 кПа. Надпись обозначает направление вращения колеса. Также на колесе есть надпись Inside, внутренняя часть установки, и Outside, наружная часть установки. Если на колесе есть изображение снежинки, это обозначает, что резина зимняя. В другом месте на колесе дублируется размер шины, но уже с обозначением индекса нагрузки и с индексом скорости. 102. Это индекс нагрузки на колесо, который означает, что максимально допустимая нагрузка на одно колесо 850 кг. Эта информация дублируется на резине, мы ее видели ранее. Буква W означает индекс скорости. Максимально допустимая скорость для этой резины составляет 300 км в час. Если на резине есть буквы M плюс S, они означают грязь и снег. Данную резину можно эксплуатировать в этих условиях. Radial Tubeless обозначает бескамерная радиальная покрышка. Стрелка или треугольник вверху возле протектора шины показывает, где находится индикатор износа шины. Если резина сотрется до этого отлива на шине, дальнейшая эксплуатация шины запрещена. Это небезопасно. Одной из самых важных маркировок на шине является дата изготовления резины. На примере. 5-я неделя 2013 год. Данная информация очень важна при покупке новой или подержанной резины, поскольку гарантийный срок эксплуатации резины составляет 7-8 лет. Далее резина теряет свои свойства, и передвижение на такой резине небезопасно. Обозначение DOT. Шина сертифицирована для продажи на территории США. Номер пресс-формы от производителя, заводской номер модели, заводской номер протектора. Обозначение Treadwear относительно износостойчивости рисунка протектора. Treadwear – это показатель износостойкости, измеряется в условных единицах. Чем меньше это число, тем мягче резина, соответственно лучше сцепление и меньше пробег. Делим число на 4 и узнаем, на какой пробег рассчитана покрышка. Traction – показатель тормозного пути на мокрой дороге, обозначается индексами C – плохой показатель, A – хорошо, и 2 буквы А – отличный показатель. И показатель температурной устойчивости на больших скоростях движения А, Б или С. Система такая же, как и в Traction. Обозначение E2. Шины сертифицированы для продажи в Европе. E – это обозначение о прохождении европейской сертификации. Цифра – это страна, в которой данная шина проходила сертификацию. И номер сертификата. Также на шине есть маркировки, обозначающие слойность каркаса шины и из чего эти слои состоят. По какой причине могут растрескиваться шины? Я выделил 3 основных причины. Первая – это низкое давление шин. Если ездите на низком давлении, шины будут растрескиваться. У любой шины есть предел эластичности. Если колесо нормально накачано, шина имеет определенную эластичность.
Если колесо спущено, резина будет работать на излом, это будет вредить. Когда вы ездите на малом давлении, вы очень сильно изнашиваете резину. Начинают появляться трещины. На боковых частях появляется избыточный износ. Вторая причина – это реагенты, которые насыпают дорожные службы на дороге общего пользования. Из рекомендаций более частые мойки и использование консервантов для шин. Третья причина растрескивания – это солнечный свет. Для хранения зимней резины необходимо хорошенько отмыть и нанести консервант или средство по уходу за шинами. Главное условие при хранении шины – это отсутствие солнечных лучей. Если это летняя резина, не храните ее на морозе, холод, мороз способствуют растрескиванию шин. Резина должна быть вымыта от реагентов и скрыта от солнца. Когда наступит сезон ее устанавливать, обязательно накачайте правильное давление. Также обратите внимание на возраст резины. Если резине более 3 лет, могут появляться растрескивания. При выполнении всех этих условий резина будет служить долго и не будет растрескиваться. Надеюсь, это видео будет полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи на канале.